You know, my church has been praying for weeks for this Вы conference. знаете, моя церковь в Англии неделями молилась за эту конференцию. And I've been so encouraged of the hunger I see in so many of you. И я был настолько воодушевлен и настолько прям вот жаждал просто вот побыстрее быть на этом месте и видеть всех вас. In the world at the moment, we are seeing the greatest harvest of souls that has ever happened. И просто мы можем видеть сегодняшние дни на нашей земле, в нашем мире, столько людей, которые приходят, просто спасенные люди, которые спасаются в Господе. More people have become Christians in the last 100 years than in the 1,900 years before that. И вы знаете, что в наше время, в последнее время, намного больше спасаются людей, чем в определенное время раньше, когда-то. There is a movement among young people across the world of people who are desperate for more of Jesus. И это просто такое огромное движение молодых людей, жаждущих людей, которые желают быть спасенными. And I could see that in you. И я это могу видеть в вас. I could see that hunger in you. И я могу видеть эту жажду, этот голод по Господу в вас. 14:22 I'm reading from. Матфея 14 глава, 22 стих. For immediately Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him into the other side while he dismissed the crowd. After he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. When evening came, he was there alone, but the boat was already a considerable distance from the land, buffeted by the waves because the wind was against it. During the fourth watch of the night, Jesus went out to them, walking on the lake. When the disciples saw him walking on a lake, they were terrified. "It's a ghost," they said, and cried out in fear. But Jesus immediately said to them, "Take courage, it is I. Don't be afraid." "Lord, if it's you," Peter replied, "tell me to come to you on the water." "Come," he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water and came towards Jesus. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink, cried out, "Lord, save me." Immediately Jesus reached out his hand and caught him. "You of little faith," he said, "why did you doubt?" When they climbed into the boat, the wind died down. Then those who were in the boat worshipped him, saying, "Truly you are the Son of God." When they crossed over, they landed at Gennesaret. And when the men of that place recognized Jesus, they sent word to all the surrounding country. People brought all their sick to him and begged him to let the sick touch the edge of his cloak. And all who touched him were healed. И давайте прочитаем с 22 стиха по 36. «И тот час понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В 4-ю же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по воде, по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Бодритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, подержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно, ты Сын Божий». И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Жители того места, узнав его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных. Секундочку. Till 36. И просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись. Amen. Аминь. I love how Jesus chose his disciples. Мне очень нравится, что Иисус выбрал своих учеников. So Jesus decided to find a thief and make him in charge of the money. И Господь просто взял их. He found a thief and he put the thief in charge of the Он money. просто сделал из каких-то воров, да,
сделал своих учеников. He got two brothers who always argued. У него было два ученика, два братья, которые постоянно ссорились между And he собой. says, I'll have both of you. И он говорит, я возьму вас обоих. He had a man who was a freedom fighter, but some people called a terrorist, and he said, you join me too. Там также был один человек, борющийся за свободу. Они его называли террористом. Иисус сказал, пошли за мной. And he had Peter, who was like the most compulsive person, who would just jump at anything and everything. And he said, yeah, you join my team as well. И там также был Петр, который был настолько импульсивный, постоянно такой, очень импульсивный. Иисус посмотрел на него и сказал, пошли за мной, ты мне нужен. And I get so encouraged by this because I think Jesus, he may have chosen me. И я настолько просто ободрен и просто рад, смотря, что Господь Иисус, Он выбрал меня. Despite my sins, despite what I've done wrong, I think He would choose me. Он просто расплатился за все, что... несмотря на то, что в моей жизни были некоторые нехорошие вещи, Он просто простил меня, Он просто привлек меня к себе. You see, the disciples had all been taught a little bit about what we have as our Old Testament in the Bible. Yeah, the disciples had been taught the Holy Scriptures when they were very young. И ученики, они говорили о Святом Писании, да, о Ветхом Завете, когда они были очень молодыми. So as Jews, they would have learned every single word of the first 5 books of the Bible. И как иудеи, они учили каждое слово, которое было написано в Пятикнижии, в Ветхом Завете, в Пятикнижии. And those who were the very best at remembering them would be invited to go to a more senior class. И тот, кто был самым послушным и был самым лучшим в ответах, у него были определенные привилегии, он мог подняться в следующий класс, да? But everyone else would be told to go and learn your father's trade. Go back home. Но все остальные, они просто были разосланы по домам, то есть возвращайтесь в свои дома. And then those very best people would then learn what we have as the rest of our Old Testament of the Bible. И все остальные уже, самые лучшие, которые были, они просто оставались, и они уже дальше изучали Священное Писание, Ветхий Завет, все остальные книги. They would study, they would learn from a rabbi, and he would teach them all about that. И они учились у раввинов, и они все очень детально изучали. And then the very best of those people would then be invited to be a disciple of a rabbi. И самые лучшие из тех также были выбраны для того, чтобы становиться учениками раввинов. And we know that those people would follow the rabbi everywhere. И вы знаете, эти студенты, они просто будут ходить везде за своим раввином. Did you know that there are even historical documents that say that the Jewish disciples would follow their rabbi to the toilet? И вы знаете, и исторические факты говорят также, что ученики раввинов, они следовали за ними даже в сортиры. They would see if there was a special prayer to be said when you go to the toilet. Посмотреть, может, тебе нужна какая-то особенная поддержка молитвенная, когда ты будешь в туалете. And they would try and copy everything their rabbi did. И они просто копировали каждую мелочь, которую делал раввин. But none of Jesus' disciples had made that class. Но ни один из учеников Иисуса не прошел этой школы. They'd been sent home to learn their father's trade. Они просто вернулись домой, они были посланы домой для того, чтобы просто продолжать то, чем занимаются их семьи, их отцы. So we have this crazy situation when Peter is on a boat. И мы просто можем видеть действительно эту сумасшедшую ситуацию, удивительную, когда Петр находится на лодке. I've lived on a boat for 5 months. Я жил на корабле 5 месяцев. And let me tell you, when there is a storm, the last place you want to be is in the water. И я хочу вам сказать, что во время шторма самое последнее место, в котором ты хотел бы быть, это в воде. In fact, we're taught if you go in the water in a storm, you will almost certainly die. И вообще, фактически, мы думаем, что если мы в этот момент, во время шторма, будем в воде, попадем в воду, мы просто умрем. Maybe you have 2 minutes to live at the very most. Может, у тебя будет всего 2 минуты на оставшуюся жизнь.
So when Peter is speaking to Jesus and saying, Lord, if it's you, call me to you, he's crazy. И когда просто Петр говорит Иисусу, идящему по воде: Иисус, Господь, если это ты, то разреши мне пойти к тебе. If it doesn't work out, he will die. Он вообще сумасшедшая идея, потому что если это все-таки не будет работать, он просто моментально умрет. But then Jesus says, come. И Иисус тогда ему говорит: иди. And what he's saying is, you, Peter, can do what I do. И другими словами, что он говорит? Буквально говорит: Петр, то, что я делаю, можешь ты делать. And Jesus' call to us is, you can do what I did. И Господь Иисус, Он призвал нас. И то, что Он делает, мы можем делать, ты можешь делать. And then he says, but even better, you can do even better things than I did. И даже говорит: ты можешь делать лучше и больше, чем я делал в свое время. There is no limit to what God can do in your life. Нет никакого лимита, что Господь может делать в твоей жизни. In German, there is an expression where people say they are a zero, a nothing. В Германии или в немецком языке есть такое выражение, что ты полный ноль, то есть ты ничего. And it doesn't matter if you are a nothing as long as you have a one with you. И не важно, даже если ты ноль, но когда у тебя есть еще одна единица. It doesn't matter if there's a line of zeros and you are the very last zero. Не важно, если там куча нолей, и ты, может, самый-самый последний ноль. Because you are the most important one, you add the value when the one is added to it. Потому что когда впереди тебя, впереди всех нолей стоит единица, ты самый важный для Господа. Let me tell you that God can do things in your life that you haven't even dreamed about. Хочу вам сказать, что Господь может сделать в вашей жизни такие вещи, которых вы даже никогда себе не мечтали, не представляли. It could make looking like walking on the water easy. Он может сделать вас идущими по воде очень легко. But the problem is sometimes we can get scared. Но проблема в том, что часто мы с вами бываем испуганы, мы боимся. So a few years ago, a man walked into a shop I run. Несколько лет назад я был в одном магазине. And I watched him walk in. I watched the man walk in. I saw the man walk in. Он просто увидел мужчину одного. And he had a black eye. И у него, короче, синяк был. And I was looking at his black eye. И я так смотрю на него, на его черный глаз такой заплывший. And I really wanted to ask him, how did you get that black И мне eye? прямо аж чешется язык спросить, I knew there как ты умудрился его получить? I knew there was an exciting story. Я представляла себе, что там должна быть очень интересная история. So I was just looking at him. I was like, shall I ask him? И я просто так смотрела на него, такой думаю, может спросить его. And then I said, how did you do it? How did you get that black eye? Tell me how you did it. И я просто смотрела на него и говорю, скажи мне, как ты умудрился получить этот синяк? Просто скажи мне историю свою. And I did. I went along and I joined this rugby team and I learned how to play again. И я пошел, я учился, я знаю, как нужно играть в регби. But I realized you don't play this sport too much in Moldova. И я думаю, что в Молдове вы не особо знаете, что это вид спорта. So let me explain. There is a very dangerous position in rugby. Давайте я вам объясню немножко. Есть очень опасная позиция в этой игре в регби. Where at one point in the game there is what we have is a scrum. В один момент в этой игре ты просто должен стоять очень твердо над землей, ты должен с твоей командой быть очень близко, то есть сплоченными один с другим. This is where two opposing teams will lock heads and push against each other. И смысл заключается, что две команды именно в этот момент, играющие друг против друга, они становятся очень плотно друг к другу, и они должны толкать друг друга. And the people in the very middle of this very often get hurt. И люди, которые находятся в центре этой позиции, они очень часто ударимые и очень часто получают определенные травмы. In fact, many people have been known to become paralyzed, so they can never walk again. И очень много людей после этой игры именно в этой позиции остаются парализованы, они никогда в жизни потом не могут ходить. So my wife told me I was never to play in this position in rugby. И моя жена меня очень просто просила, чтобы я никогда не пробовал играть в этой позиции, в этой роли, в этом месте. And I didn't want to. Я не хотел. But one day I walked into my rugby club. Но однажды в один день я пришел в свой регби-клуб.
And the captain of the team said to me, Dave, will you be prop? Will you be this position? И капитан команды говорит: Дэйв, пожалуйста, будь в этой позиции, мне очень нужно. And I was thinking, no, that's dangerous. That's where people die. That's where, no, I don't want to do that. No. И такой: нет, я не хочу быть там. Очень много людей умирают после этой позиции. Я не желаю быть там. But of course, in rugby, everyone's tough. Но вы знаете, в этой игре все такие вообще напыщенные, такие мужчины такие. I turned to him and said, yeah, I'll И я do такой it. ему говорю: ага, да, хорошо, я буду. But I was really hoping that the other team were very small. И я очень надеялся, что команда противников будет очень-очень мелкие, So маленькие. you can imagine my delight as I started to see these small people skipping out of the changing room. И можете представить меня, когда я вижу, что заходит команда противников, и они такие все мелкие, как будто такие летящие, такие все. And I was like, yes, today is a good day. I will live. И я такой: супер, сегодня классный день, День Победы. But then I saw the last man from their team emerge. И тут я увидел последнего идущего в этой команде, и я просто замер. And he was the biggest man I had ever seen. Он был самый огромный из всех тех, которых я когда-либо видел вообще в своей жизни. His voice traveled across an entire pitch. Его голос просто дребезжал везде в этом здании, где мы были. I could hear him as well as I could see him. He was huge. Я его так же сильно слышал, как я его видел. Он просто громадный был. Он And просто... I knew he would be the player I would be against in the scrum. И я просто понял, что это именно тот игрок, с которым я должен буду сражаться в данной позиции. Now the referee was very kind. И судья был очень добрый. He thought it would be good to tell this player that I had never played in this position before. И он решил, что будет хорошая идея, если просто его противника предупредить, что он никогда в этой позиции не был, не играл. I watched him laugh and stare at me. И я просто видел, что он начал ржать с меня и просто сверлил меня глазами. And I felt so bad. И я чувствовал себя просто I ужасно. wanted to run away. И я просто хотел убежать оттуда. But the game started. Но игра уже началась. And very soon somebody dropped the ball and it rolled forward, so there was a scrum. И очень скоро кто-то прыгнул, и началась, игра, начался определенный момент. And we all got in our positions. И мы все уже стояли наготове в определенной позиции. And I was opposite this giant of a man. И я был напротив этого гиганта. And he stared at me. И он просто сверлил меня, впялился просто в меня глазами, сверлил меня. And then he gave a call to his teammates. И тут он был позван своей командой. He said, "Human wrecking ball." И, у них такой свой девиз какой-то был. And I was like, "Human wrecking ball? Why not cuddly bear hug? Why not a teddy bear hug or something? Why did it have to be that?" И у него кличка такая была интересная. Получается, как огромный разрушающий... Нет, не мяч, а вот эта вот штука, которая здание разрушает. And then he gave the call again in my face. И он опять просто впялился в мое лицо, в мои глаза. He said, "Human wrecking ball." И он опять закричал эту фразу. And I think I may have been shaking opposite this man. И я думал, что я просто могу зашататься напротив этого человека, гиганта. And the referee signaled to us. И судья, он просто дал нам сигнал. We have some words. We say crouch, bind, set. И у нас есть 3 слова, которых мы говорим, и после этого мы начинаем игру. And I remember it was crouch. I got lower. И с каждым словом я становился все ниже, я наклонялся все ниже и ниже. I had to bind up. I did that, and then he said set. Then he said set, and the scrum started. И когда он сказал последнее слово, игра просто началась. And it was okay. And it was okay. I was okay. И с ним было все в порядке. I had been scared about nothing. Я переживал ни о чем. In fact, this big man was quite squidgy.
He was quite soft. На самом деле этот великан оказался очень мягким. And I was okay. И я был в порядке. But you see, sometimes the fear of doing something we've never done before can stop us doing it. Вы знаете, очень часто бывает, что страх перед чем-то новым, чего мы никогда не видели, и что вещью, чем-то, что мы должны сделать и никогда не делали, настолько великий страх перед нами. Да, и останавливает нас. I remember being taught about this Bible story when I was younger. Я помню, когда я говорила об этой библейской истории, когда был юношей. And a lady was saying, wasn't Peter really bad for not having faith? И одна женщина сказала: о, Петр настолько плохой, в нем вообще мало веры было. But I was thinking, actually, he had the most faith. Но я думал, скорее всего, у него больше всех остальных веры было. He probably had more than me. У него, наверное, веры было больше, чем у меня. There's a book in English called "If you want to walk on water, then you've got to get out of the boat." И вы знаете, есть одна книга на английском языке, которая называется «Если ты хочешь идти по воде, то выйди с лодки». And I think we've got to start getting out of the boat more often. Я думаю, что мы должны чаще читать такие книги. We can so easily have these. И мы должны чаще выходить из лодки. It's easy for us to have our limits, to have a certain place that we will not go beyond. И нам очень легко просто иметь какие-то определенные рамки или свою лодку, за пределы которой мы не выходим. Yet I believe that there is no limit when you live with Christ. Но я верю, что у верующего человека нет никаких лимитов ни в чем. I believe that there is nothing that God cannot do with any one of you. И я верю, что нет ничего невозможного, чего Господь не может сделать через тебя. Do you know what the opposite of fear is? Знаешь, что противостоит страху? I think it's faith. Я думаю, что нет. Противоположность страху — это вера. And I think when we have faith in our great God, we can do anything. Но я думаю, что когда у нас есть вера в великого Господа, мы можем делать буквально все. Know that He can do anything, then we see miracles. И когда мы верим, что Он на самом деле может делать буквально все, мы тогда можем видеть чудеса. Who here wants to see miracles? Кто хочет увидеть и услышать о чудесах? May you see Сколько из many вас? miracles. Вы видели много чудес? May that be so. You see, the world is crying out at the moment for people who will live a radical faith. И вы знаете, мир просто он жаждет видеть людей, которые живут в радикальной вере. But as you step out there, the devil will try and stop you. Но как только вы выйдете из своей лодки для того, чтобы находиться в том месте, да, в вере постоянной, то дьявол примет любую силу для того, чтобы вас атаковать. I spend so much time praying with people who believe that they are not good enough to do something. И вы знаете, я молился за многих людей, которые просто были убеждены, что они ни к чему хорошему не пригодны, что они вообще никто. Satan is a liar. Сатана, он лжец. And he will tell you things and want you to believe them that aren't true. И он говорит тебе вещи, которые не являются истиной или правдой, и он пытается сделать так, чтобы ты поверил, что это является правдой. It's time that we start renouncing those lies and speaking the truth. Но пришло время, когда мы должны отказаться от его лжи и принять правду, говорить правду, истину. The devil knows your name, but he calls you by your sin. Сатана, он знает твое имя, но зовет тебя по твоему греху, называет тебя по твоему греху. But God knows your sin and he calls you by your name. Но Господь, Он знает твой грех, но называет тебя по имени. My favorite Bible verse is John 10:10. Мой любимый библейский стих Иоанна 10:10. It says that the devil comes to steal, to destroy and to kill. Стих, в котором говорится, что сатана приходит украсть, убить и погубить. But I have come that you may have life and have it in abundance. Но Господь говорит, что я пришел для того, чтобы дать вам жизнь и жизнь с избытком. And that is the life I desire. That is the life И I это want. та жизнь, о которой я мечтаю. I could tell you a story about, let's imagine Peter stayed in the boat.
Давайте просто представим, что Петр стоит в лодке. What would we know? We would know that Jesus walked on the water and that was it. Что мы знаем? Что Иисус просто в этот момент шел по воде, и это все, что мы знаем. Yet one day I will get to see Peter in heaven, I hope. И в один день я увижу Петра. And, I like to think that in heaven one day we might have a testimony night, where it's a stage and people talk about what they did with God. И я очень надеюсь, что во время будет в небесах просто время свидетельств, где я увижу Петра и других. And we might see Noah from the Bible. И мы, возможно, увидим Ноя с Библии. And he will say, do you know what? God told me to build a boat in the desert. И он скажет, представляешь, Господь мне сказал сделать ковчег в пустыне. And everybody said I was crazy, but I did it anyway. И мне все говорили, что это просто сумасшествие, но я сделала это. And then the flood came and it looked brilliant because God had told me what to do and I'd followed him. И тогда начался потоп, но все было просто супер, потому что я послушался Господа, и у нас был ковчег. I like to imagine he then dropped the mic, boom, and pass it to the next person. He'd pass the mic on to somebody else. Передал микрофон другому. И он дальше передает другому микрофон, чтобы другой что-то сказал. And then maybe Joseph, or let's say, would stand up and he would tell about his story in prison and in how God took him from slavery into being one of the most important people in the world. Иосиф. Иосиф. И потом берет микрофон Иосиф, и он начинает делиться, как Господь изменил вообще его жизнь, как он взял его из рабства и куда он его потом привел. And then he dropped the mic and he passed it to the next person. И потом дает микрофон следующему. And then Peter would stand up. И тут встает Петр. And he would say, do you know, one day I saw Jesus walking on the water. И тут, представьте себе, встает Петр и говорит, вы знаете, я однажды видел Иисуса, идущего по воде. And I jumped in. И я прыгнул туда, в воду. You know what? I walked on that water for 2 steps. И ты знаешь что? Я шел по воде 2 шага. And then he dropped the mic and the next person would pick it up. И тут он дает микрофон следующему. And maybe that will be you who picks И up the может это microphone. будешь ты, следующий, кто возьмет микрофон. I want you to write down what God is saying to you. I want you to hold on to what God is saying to you today. Я хочу просто, чтобы ты взял ручку и записал на бумаге то, что Господь тебе говорит сегодня. Because the devil will give you so many reasons to forget it. Потому что сатана даст тебе столько много причин, чтобы ты просто забыл это. I have come that you should have life in abundance. Я пришел для того, чтобы дать тебе жизнь с избытком.